Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про зум-объектив Fujifilm 18-55 мм f2.8 f4. А то я крайне мало что-то вещаю про объективы для X-байонета. Вдруг подумаете еще, что я как-то фуджики недолюбливаю. Видите, у меня даже маечка есть с надписью Fujifilm, так что Fujifilm это классно. Объектив по хорошей традиции был предоставлен мне подписчикам, за что выражаю ему большую благодарность. Вообще подписчики мои настоящие молодцы, постоянно подгоняют мне какую-нибудь технику для того, чтобы я ее обозрел, какое-нибудь свое мнение высказал. Опять же, такое мнение, естественно, будет ни капельки не ангажировано ничем, то есть мне этот объектив дает или какую-нибудь камеру дает не производитель, и поэтому я выражаю свои мысли абсолютно смело, говорю все, что угодно. Этот объектив куплен хоть и не за мои личные деньги, я в основном все-таки технику для обзоров сам покупаю, но за деньги подписчика, которому абсолютно похую, что я про объектив или про камеру буду рассказывать. Если вам нравится моя независимость, нравится подобный подход, можете поддержать мой канал на Бусти по ссылочке в описании. Ну, возвращаясь к нашему сегодняшнему герою, 18-55 мм, я бы сам себе такой объектив, например, покупать не стал. Хотя, конечно, про него говорят, что это прямо царь среди китовых объективов, и собран-то он хорошо, не из пластика совсем сделан, и светосила тут какая-то худо-бедно есть, да еще и стабилизатор встроенный имеется. И не читал он вам сраным вот этим вот говняшечком 18-55 f3.5 5.6 с саным затычком, которые суют в виде китов на других системах. Ну, я, во-первых, такое сравнение не считаю корректным, потому что, блин, действительно странно сравнивать совсем уж копеечные, простейшие стекла за вообще смешные деньги с этим объективом, который дороже их в 5 раз. Это, ребят, это тупо. Да и у самого Fujifilm в системе имеются такие темные достаточно киты, например, уже старенькие 16-50, f3.5, f5.6, который, кстати говоря, не особо-то и ужасен. И более современный есть 15-45 мм, тоже 3.5, 5.6, при этом еще он и моторизированный. И вот этот прям по картинке полное говно. Я, возможно, доберусь до них, если оба эти объектива одновременно у меня окажутся, я как-нибудь сделаю сравнение, чтобы показать, что все-таки более старый китовый объектив, он хоть и крупнее, но по качеству гораздо лучше, на самом деле. Вообще, если так задуматься об каком-то универсальном зум-объективе с не обязательно огромной светосилой, но при этом с вменяемой картинкой, то у Fujifilm даже 18-135 есть. 18-135 это, в общем-то, такой хороший стандартный вариант. Для многих систем такие объективы имеются. Но при этом для самого Fuji такой объектив ты не найдешь за вменяемые деньги. У него даже на Авито сейчас ценник какой-то, просто космический. Иногда он дороже, чем тот объектив, про который мы сегодня разговариваем. Есть еще у Fujifilm такой достаточно говенный 1680 f4. Это прям вообще полное днище, а не объектив. У него очень плохая картинка. Он может быть более универсальный, у него постоянно светосила f4, но это прям параша. Есть и получше по качеству, конечно же, у них объективчик такой тоже с достаточно универсальными фокусными, это 18-120 мм, тоже на f4, но он продается за уж совсем какие-то неадекватные деньги. За эти бабки можно просто в любой системе себе купить горсть фиксов, наверное, чем страдать херней с этим объективом. Конечно же, не стоит забывать про громоздкий, тоже очень дорогой, 16-50 мм f2.8. Это такое прям профессиональное стекло, но оно здоровенное, тяжелое, уродское, с качеством картинки прекрасным, конечно, тоже не идеальным, но явно это топчик по сравнению с тем, что я сейчас перечислял. В общем, вы понимаете, к чему я клоню. Fujifilm, в общем-то, вот этой своей и ценовой политикой, и политикой того, какие они фокусные расстояния будут представлять, и за какой прайс, и какого качества. Они, в общем, не оставили выбора человеку, который хочет себе сделать небольшой апгрейд оптики, если у него, допустим, был там простой какой-то совсем уж китовый объектив, или, например, ему нужен относительно универсальный какой-то зум на каждый день. Нет у человека выбора, если он имеет средний достаток, что ему покупать родное из этой системы. Если так разумно посмотреть, то у тебя получается выбор между, совсем уж копеечными говенными китами дешманскими, простейшими самыми, и какими-то чрезмерно навороченными, чрезмерно дорогими объективами, у которых
которых еще и тоже у некоторых оптические качества, ну так, хромают на одну ногу. Ну а наш сегодняшний герой, он как раз является, по сути, вот оптимальным выбором по таким критериям, по соотношению, ну, там, цена-качество. И когда мы смотрим на этот объектив вот в таком контексте, он действительно хорош. Ну, не стоит говорить, что это какой-то невероятный зум, невероятный кит какой-то, который просто всех раком ставит. Нет, это полная бредятина. Давайте не забывайте, что в большинстве других систем есть за такой же примерно прайс, с такими же примерно оптическими характеристиками объективы, которые окажутся гораздо лучше, чем он, и, возможно, даже и дешевле. Ну и для меня, как для человека, который использует, ну, конечно же, не только Fujifilm, а вообще-то плюс-минус все системы, какие существуют, фраза про то, что это самый лучший кит, который есть на свете, ну, звучит как минимум наивно. Ну да ладно, хватит философствовать, давайте уже возьмемся за дело и повертим этот объектив в руках. Корпус по большей части из металла, все колесики металлические, здесь поликарбонат только у основания и вот этот выдвигающийся тубус. Также на корпусе имеется два переключателя, один отвечает за стабилизатор, то есть вкл-выкл стабилизатора, а второй за диафрагму. На фуджах, которые не в классическом стиле, естественно, удобнее менять диафрагму колесиком на тушке, которая есть. Отметок на колесике нет, так как диафрагма тут переменная, то есть как бы смысла в этом, естественно, нет. Щелкает колесико, кстати говоря, приятно. Спереди колесо ручной фокусировки, тоже металлическое, плавное, хоть и электронное, но очень удобно им фокусироваться на самом деле. Отметок опять же нет, они есть в самой камере на экране, там метры показывают. Ну, кстати, я не уверен, что совсем точно, особенно в области бесконечности, то есть там, когда ты наводишься на... Я когда «Звездное небо» пытался сфоткать, немножечко все равно была в раз в фокусе, поэтому мне пришлось в итоге скорректировать фокусировку на глаз, на просто очень дальний объект, потому что что-то как-то промахивается там бесконечность. Вот это, конечно, минус отсутствия отметок на объективах. И только фокусные призумирования здесь отмечены цифрами. Это 18, 23, 35 и 55 миллиметров. Увеличивается тубус линейно, то есть не ходит туда-сюда, при этом плавно выдвигается и задвигается. Диаметр светофильтра 58 мм. При фокусировке никакие элементы не движутся и ничего не жужжит. Тут применен тихий внутренний линейный мотор. При том, что светосила у этого стекла выше, чем у среднестатистического кита заглушки на один стоп, он не крупнее какого-нибудь барахла от крупнутых зеркалок, пожалуй. И весит при этом, кстати, всего 310 граммов. То есть он и мало того, что металлический сделан хорошо, имеет неплохую светосилу, но он еще и не тяжелый. Несмотря на отсутствие какой-либо влагозащиты, ощущается он вещь как совершенно другой лиги, как светосила, так и материалы, качество изготовления. Сразу хочу сказать, что объектив использовал я на камере XS10 и проверил в том числе его и видеовозможности, и для видео он не очень удобен в том смысле, что у него есть переменная диафрагма. Если ты снимаешь видео со следящим фокусом какое-то расслабленное и тебе надо еще зазумить, то у тебя собьется экспозиция. Ну, потому что я обычно снимаю, выставив все вручную. Все параметры, которые отвечают за экспозицию, я ставлю ручками. И, конечно же, если ты снимал, допустим, на f2.8, то у тебя неминуемо картинка потемнеет, если ты зазумишь. Это вот такой небольшой минусик. Ну, в целом ничего страшного, это не критично. Не обязательно так делать с этим объективом, но имейте в виду, что вот такой момент есть. Плюс эти пресловутые, заявленные в названии такие красивые f2.8, они присутствуют только на самом широком углу, на 18 мм, что эквивалентно 28 мм. И, мягко говоря, ну, типа, блин, на 28 мм абсолютно пофиг в плане глубины резкости, да и светосилы, что у тебя есть 2.8, что у тебя есть 3.5, потому что это не очень-то сильная разница, и дальше, когда ты сразу же зумируешь, у тебя стремительно диафрагма сужается. Ну и понятное дело, что на максимально открытой диафрагме картинка, ну, не блещет, углы становятся мягкими, появляются там хроматические аберрации, это на 18 мм, ну и на максимальном фокусном, на f4, более-менее все резко, если что, снимаешь вдалеке, но чуть похуже, чем, конечно, на прикрытой. На самом деле, если ты на этом объективе закрываешься до f5.6,
f/6 или там даже до f8, то картинка становится прям максимально ровной, резкой, на всех фокусных расстояниях, выглядит очень красиво, очень хорошо, прям очень качественно. Но если прикрываться до f5.6 или f8, то и на очень многих объективах совершенно копеечных 18-55 мм темных китах, про которые я говорил, картинка будет не сильно хуже, чем на этом стекле. Так что хваленая светосила здесь, конечно же, присутствует. Она чуть повыше на полстопчика, на стопчик, на разных положениях. Да, она есть, но пользы от нее не так уж и много. Тем более, что я обратил внимание на такую вещь, как, вот, допустим, ты на максимальном фокусном 55 мм на f4 хочешь снять что-то вблизи, такое, не макро, конечно, какой-нибудь цветуёчек тебе захотелось снять. Картинка становится, вот при близкой съемке очень мыльной, и какая-то такая неприятная бокешка некрасивая на этих кадрах. Лучше уж тогда прикрыться хотя бы до f5.6, тогда картинка становится резкой и приятной. Опять же, тогда смысл какой в этом f4 не совсем понятно. Да и с тем же f4, если ты соберешься снимать вдруг какой-то портретик, у тебя не то, что там бокешка или размытие какое-то будет интересное, ничего подобного. У тебя, да, размоет немножко, наверное, отделит фон, если ты там совсем близко будешь человека снимать. Но опять же, разница между f4 и f5.6, не такая уж прям катастрофическая будет. Короче, бог с ней, с этой светосилой, я просто пытаюсь объяснить, что, да, он светлее, но это большой роли в реальной какой-то жизни, вообще не имеет. Это, по факту, бессмысленная херня, просто гиммик. Все равно объектив я использовал в достаточно яркие дни, допустим, когда снимал стрит на f5.6 и f8, чтобы побольше глубина резкости была. И плюс также я снимал, когда шарился по лесам, большое количество пейзажей. Опять же, снимал на закрытой дырке с рук. Благо, у Fujifilm X-S10 уже достаточно хороший стабилизатор, и мне ISO не приходилось поднимать. А стабилизатор, что есть в объективе, конечно же, такие условия съемки уже бы не вывез, потому что я снимал реально пейзажики какие-то на f8, и выдержка там была 1/4 секунды. Я не думаю, что стабилизатор в объективе смог бы справиться с этим. Также хочу упомянуть, что контроль качества у Fujifilm на производстве, так себе. Так что частенько можно увидеть какие-то экземпляры вот этого 18-55 мм, которые или просто немножко мыльноватые, или бывает, что на некоторых фокусных немножко мыльцо у них присутствует. Я, по крайней мере, видел такие, в руках держал, сталкивался с таким. На Авито на такое легко нарваться, так что будьте осторожны, если будете на вторичке подобный объектив покупать, обязательно очень его дотошно проверяйте. В общем, я говорю к тому, что мой объектив как раз наоборот показателен в плане резкости. Мне очень повезло, мне попался очень хороший экземпляр, и человек с ним достаточно бережно обращался, кто его использует, и, видимо, ему тоже большое везение улыбнулось. Так что мой объектив очень резкий, очень хороший по оптическим качествам, тут каких-то вопросов у меня к нему нет, на закрытой дырке, конечно же. Ни с какими серьезными проблемами с картинкой я не столкнулся. Здесь, конечно, да, иногда в каких-то сложных условиях могут присутствовать небольшие хроматические аберрации по самым углам кадра, но они очень легко просто прекрасно правятся внутри самой камеры, или в RAW-конвертере. Также есть, конечно же, небольшие дисторсии, на самом широком углу немножечко бочка присутствует, но опять же искажения не очень сильные, и все это опять же правится и профилем объектива в конвертере, и просто в самой камере. Так что для съемки пейзажей 18-55 мм я считаю, что очень хорошо подойдет, потому что он и недорогой, при этом довольно резкую картинку выдает, может и не самую фантастическую на свете, но вполне приемлемую.
Единственное, что плохо, это ловля бликов, потому что он их и при боковой засветке, и прямо в центре кадра, если у тебя источник света, ловит и блики, и серьезные такие какие-то пересветы, и, в общем, портится картинка, если у тебя солнце попадает в кадр, даже с надетой блендой. Так что тоже имейте в виду, будьте с этим осторожны. Объектив быстро и бесшумно фокусируется, поэтому он, на мой взгляд, тоже хорошо подойдет и для стрит-фотографии, хотя он, конечно, и не маленький, и бросается в глаза. Ну а так, в целом, 18-55 мм действительно очень достойный объектив для каких-то каждодневных съемок. Он, конечно, не самый лучший объектив на свете, это было бы глупостью такое сказать, но он прям сильно лучше, чем самые простые, обычные какие-то киты дешевые. Он по качеству исполнения и по качеству картинки, конечно же, их превосходит. У него очень хорошая, ровная картинка, достаточно предсказуемо приятная. Ну, конечно, да, бывают иногда какие-то небольшие технические огрехи, но они не критичные. Но в то же время этот объектив такой какой-то стерильно скучный. У него нет какой-то особенной изюминки. Это обычный трехкратный зум. Ну да, у него светосила повыше, ну да, материалы получше. Но это какой-то там серьезной роли, на мой взгляд, не играет. Например, за тот же прайс есть, допустим, в системе микро 4 третьих объектив у Panasonic 1260 f3.5, f5.6. Да, он темнее, конечно, но на микре это не особо, опять же, важно. Там все-таки грип и так больше. При этом в эквиваленте у тебя получается все-таки фокусное расстояние 24-120, резкость у него гораздо лучше, чем у этого, и вблизи он гораздо приятнее фокусируется. И что интересно, на том объективе еще и влагозащита есть. А тут что? Ну да, у него такие обычные 28-84 миллиметра. Ни туда, ни сюда. Ну, для какой-то обычной такой съемки, пока идешь, гуляешь, вполне себе достаточно. Но, опять же, небольшая это у него универсальность. Ну, а в других системах есть, опять же, более универсальные и сильно более дешевые объективы 18-135, которые по качеству картинки, ну, не скажу, что прям сильно хуже. У того же Pentax 18-135 отличный объектив. У Canon 18-135, начиная со второй версии, тоже прекрасен. И да, они тоже темнее, но зато там и разброс фокусных, опять же, да, мы если так посмотрим, то 28-200 миллиметров, ну, как бы разница ощутимая. К тому же и в самой системе Fujifilm XF появился, наконец-то, объектив с постоянной светосилой Sigma 18-50 мм f2.8. У него примерно такой же диапазон фокусных расстояний, картинка сильно лучше, при этом он еще и компактнее и легче. Да, конечно, он из пластика сделан, ну, из нормального качественного пластика, как и обычная линза у Sigma из серии Contemporary. То есть типа оптически этот объектив круче, у него постоянная светосила, тебе не надо об этом париться, здесь просто f2.8 всегда. Ну и продается отдельно, он примерно за те же деньги, так что покупать, если тебе на Fujifilm нужно светосильный какой-то зум, лучше, конечно же, его. Есть, конечно, еще и чуть более дорогой, но тоже достаточно еще более универсальный объектив от Tamron 1770 f2.8, но он просто здоровенный, я бы, честно говоря, на такую компактную систему кропнутую не хотел бы такой объектив себе иметь. На сегодняшний день смысла покупать себе вот специально этот объектив 18-55 мм я лично не вижу. То есть ты за те же деньги можешь получить гораздо более приятные стекла, или если ты как бы шаришь, то ты можешь просто себе пару каких-нибудь фиксов недорогих купить, которые будут и так твои нужды исполнять. Нет смысла брать его даже и на вторичке, потому что это, опять же, трата денег в никуда. Это, ну, хорошее, конечно, я не спорю, стекло, но достаточно такое ничем не примечательное. Но совсем другое дело, если вы только входите в эту систему, если вы покупаете себе самый первый новенький какой-то Fujifilm, и этот объектив идет к нему китом, то это прям неплохой вариант. Ну, во-первых, он достается вам практически даром, ну, там плюс 10 тысяч будет, допустим, условно к цене камеры. И если что, потом, когда вы наиграетесь с ним и уже обзаведетесь какими-то познаниями фотосъемки, захочете себе уже покупать фиксы, вы можете его, опять же, слить на вторичке, ну, за чуть больше гораздо прайс. Ну и во-вторых, да, это действительно хороший такой вариант на первое время, чтобы посмотреть, что у тебя камера может, куда тебе развиваться, в какую сторону, что тебе в дальнейшем будет нужно. Ну, я надеюсь, что вам было интересно мое мнение услышать. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Я желаю всем хороших снимков. Пока.